Сегодня речь пойдет о такой, как мне кажется, очень важной вещи. Это линия роста волос. Я немного уже об этом упоминал в другом видео, но это очень-очень важный момент, потому что вы это делаете на всю жизнь, и это останется вместе с вами. Поэтому очень важно выбрать тот рисунок, который реально вам подходит, и это лучше сделать дома, а не перед тем, как вам будет конкретно уже извлекать, точнее, даже не то, что извлекать, к тому моменту вам уже извлекут волосы, и нельзя выбирать рисунок перед тем, как вам будут их трансплантировать. Это очень-очень важно. Для меня это была ошибка, такая достаточно важная ошибка, которую я до сих пор каждый день о ней думаю по несколько раз. Итак, о чем идет речь? Вот видите, у каждого человека есть своя линия волос. Вот у меня, я не знаю, насколько она выглядит натурально и естественно. Вот как вы думаете, вот просто напишите в комментарии, естественно ли это выглядит или нет. Что я порекомендую вам? Найти какие-то фотографии, где вы, это я говорю для тех, у кого здесь уже линии волос нет. У кого, конечно, просто залысины, тут все намного проще, но это тоже касается и вас. Ребятушки, в общем, найдите фотографии, какие-нибудь детские фотографии, где у вас волосы подняты, чтобы более или менее вы видели, как у вас вообще по-настоящему растут волосы. Более того, если есть какие-то близкие фотографии, имею в виду сделанные близко к голове, обратите внимание, как они растут, потому что, у меня, видите, слишком ровная полоска, и это огромный минус, потому что на самом деле, когда я перед операцией, я говорил о том, что мне не надо делать вот так вот ровно, и мне в результате сделали ровно. Нужно показать, как вы хотите, а показать лучше, конечно, через фотографии, если вы реально такие фотографии найдете. Потому что волосы растут у всех по-разному. Где-то больше чуть-чуть, где-то меньше, где-то могут быть даже несколько волосин вот прям торчать. Но никогда вот такой вот ровной линии, я таких людей, мне кажется, не видел, кроме, может быть, афроамериканцев и, даже у азиатов. У азиатов я не видел. Дело в том, что я тоже 10 лет живу в Азии, и даже у азиатов такого особо нет. Вот, потому что я вам рекомендую сделать. То есть, первое, найдите фотографии, детские фотографии или фотографии, где у вас еще есть волосы. Второй момент, возьмите просто карандаш, там, не знаю, у своей подруги, у жены, у мамы, вот, которыми не рисуют, например, глаза, да, и порисуйте на голове. То есть, простым карандашом вы не порисуйте, ручкой тоже не надо, но и маркером, особенно несмываемым особенно. Вот возьмите вот этот вот карандаш, которым рисуют там брови, ресницы, и порисуйте, то есть приблизительно нарисуйте себе несколько рисунков. Еще такой важный отдельный совет, вот когда вы нарисуете, попробуйте вот так вот двигать головой. Дело в том, что даже наша физиология, она нам подсказывает, где реально у нас должны расти волосы. Сейчас, когда они вот это мне насадили, всю эту грядку, я не вижу, конечно. Но если у вас реально лысая голова, и если опять-таки у вас есть возможность все-таки побрить голову и посмотреть, вы когда двигаете, у вас на самом деле виден тот рисунок, который у вас должен быть. Но это не у всех, мне кажется, может быть. У меня такое было. Вот зачем, называется, мне вот это нарисовали? Это, конечно, вопрос хороший. Вот. И порисуйте, сделайте несколько вариантов. То есть сделайте, например, там с какими-нибудь вот такими залысинами. Сделайте вот как я хочу, вот просто ровно. Вот знаете, как такая круглая. Можете попробовать сделать вот здесь вот ровно. Знаете, вот как у афроамериканцев тоже они так делают. Посмотрите, может быть, даже если это даже не ваш рисунок, то может быть что-то больше к вам подойдет, к вашему стилю. И что ж, это будет еще одним плюсом. Мало того, что вы получите волосы, вы получите вид лучше, чем было на самом деле. Хотя это, конечно, тоже можно поспорить, потому что природа нас уже наделяет такими образами, какими мы должны быть.
Также обратите внимание на вот эти вот стыки, потому что, видите, вот это вот на самом деле огромный минус, потому что один врач нарисовал, второй начал просто исполнять, потому что он рисовали. А это, то есть выполнено вроде бы все хорошо, но вот эти моменты нужно проговаривать. И это, конечно, косяк. То есть, ну, при условии, если я буду отращивать волосы, этого, конечно, видно не будет, но так как я их отращивать не буду, то для меня это слишком видно. Видите, здесь огромный такой переход, я уже говорил об этом в других видео, и прям видно такие как уголки. Но еще тоже я говорил в других видео, они турки, они рисуют по своей турецкой красоте, то есть приходит женщина и как художник вот таким вот на вас смотрит и рисует. То есть она рисует, видимо, своего мужчину красоты, но так же, как и не она, ваша женщина жизни, также и вы, возможно, не ее мужчина жизни и эталоны красоты. Поэтому будьте внимательны, рисуйте то, что вам нравится изначально дома, о чем я говорил чуть-чуть ранее. Второй момент, почему я тоже говорил, очень важно, чтобы был кто-то с вами, чтобы критически посмотреть и дать вам совет. Желательно, чтобы это был человек, который вас знает давно и... Ну и лучше, конечно, кто-то со вкусом. То есть, например, ваша девушка там или кто-то близкий. И вот, возвращаясь к вот этим вот штукам, они рисуют, турки рисуют, потому что, видимо, турки рождаются, может быть, вот такими штуками. Я, честно говоря, среди славян, ну, может быть, это мне просто не приходит сейчас в голову, наверное, люди тоже такие есть, вот с такими штуками, но я не знаю, что вот это мне нарисовали и зачем вот такую херню нарисовали, потому что я даже... там смотрел свои детские фотографии, у меня вот такого не было никогда. Поэтому в дальнейшем, так как в клинике есть годовая гарантия, я далее потребую или попрошу, чтобы мне это исправили, потому что, ну вот это вот фигня. Это реально фигня, и я каждый день об этом думаю и понимаю, что это вообще не мой стиль. Более того, так как здесь очень мало волос мне пересадили, вместо вот этого, это мне не нужно, потому, скажем так, это драгоценные импланты, которые могут быть трансплантированы в другое место. И вот это я попрошу, чтобы вот это трансплантировали назад, где лысая макушка. Потому что, видите, здесь уже зоны донорской очень много взято, и отсюда уже брать, может быть, скорее всего, и нечего. Взято столько, сколько возможно. Из вот этой части можно. Более того, я попрошу, чтобы были больше залысины, было более по-настоящему. Когда они отрастут, я нарисую и покажу вам, как я хочу исправить. Так вот иногда, точнее, слушаешь себя и думаешь, что вот сделал уже 2 трансплантации, и кажется, что дальше, и дальше, и дальше, еще что-то хочу усовершенствовать. На самом деле я ничего не хочу усовершенствовать, я просто хочу, чтобы оно выглядело, во-первых, так, как мне нравится, во-вторых, натурально. И мне кажется, это очень естественно и нормально. Далее, более того, я посмотрел свои фотографии, и вот здесь вот мне сделали... На самом деле у меня лоб большой, он где-то вот идет до сюда, а мне сделали его короче, чем он есть на самом деле, что, ну, мне кажется, неестественно. Поэтому, может быть, еще вот отсюда я также попрошу, чтобы вот это все убрали. Вот это вот. Дело в том, что на передней части нескольких сантиметров сконцентрировано максимальное количество графтов, которые у вас взяли с донорской части. То есть, на самом деле, здесь очень-очень много. И так как мне эта зона не нужна, соответственно, эти графты могут быть направлены в те зоны, которые реально нуждаются в увеличении пышности, что ли. То есть вот это 100% и, возможно, вот это, потому что это мне уже насадили реально на лоб. Пожалуй, наверное, на сегодня это все. В другой серии я вам еще расскажу о том, о чем еще стоит поговорить обязательно с врачом. И обязательно нужно говорить с врачом. Но теперь, я надеюсь, вы понимаете полезность этих видео от первого лица. И вы можете планировать какие-то свои операции и вообще понимать, нужны ли они вам или нет. Все ваши вопросы, как и ранее, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, ставить лайки и колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ориентировочно каждой серии будет выходить где-то 1 или 2 раза в неделю. Если что-то срочное, какие-то новые мысли, тогда это будет чаще. Ну и все, пока. Не волнуйтесь, все будет хорошо и, возможно, у вас будет скоро огромная шевелюра.